Министерству иностранных дел надо поручить, чтобы они зашевелились и в Организации Объединенных Наций, в других международных структурах очень жестко поднимали эти вопросы. Далее, у нас очень опасная наметилась там тенденция. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот последних 2 суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос, идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь же хотят устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие, потому что там курды, а курды это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт. Поэтому вот здесь министр обороны присутствует, я попрошу, вы свяжитесь с Тертелем сегодня же и определите здесь соответствующие меры безопасности, чтобы туда не попало оружие и взрывчатка. Далее. Нам надо, это делается, но тем не менее обратить внимание Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами, они подтянули к нашей границе. Притом в наглую, не предупредив никого. Хотя по договору они обязаны это делать. Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем, я вам таких указаний не давал, мы не разворачиваем свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны и предвидеть все, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы. Я просил Министерство обороны России через президента России, чтобы они подключились к дежурству на границах союзного государства. Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат, да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались, на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на поставы, с постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо, этот круг, Прибалтика, Польша и Украина должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренности, мы не знаем, чего они хотят. Россияне, белорусы вместе мы должны контролировать эту ситуацию. И за прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию ночью больше 1000 человек. Больше 1000 человек. Вы понимаете, ловят их там вплоть до границы Германии, а может и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные, выбрасывают их, выбрасывают просто на государственную границу. И что недопустимо, я не знаю, почему СМИ это каждый день не показывают, они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю, в советские времена, если б только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение государственной границы, когда ты в направлении начинаешь сопредельного государства стрелять. Ну, я не говорю тут о морали. Вы видите, что ребенок этот просит воды попить, стоят как фашисты. Гестапо включают прожектора ночью, включают громкую связь и начинают травить кого? Детей. Дети спать не могут, которых они укладывают в эти несчастные палатки. Поэтому я уже о морали не говорю. Это вы видите сами.